Анаконда, самая крупная змея на планете, может достигать длины до 30 футов и весить более 500 фунтов. В мае 2016 года в Бразилии была обнаружена анаконда длиной в 28 футов. Этот случай потрясил местное население и научное сообщество. Анаконда способна сжимать свою жертву с силой, достаточной для того, чтобы сломать кости. Учитывая ее размеры, змея может задушить человека всего за несколько минут. В джунглях Южной Америки, особенно в бассейне реки Амазонки, анаконды охотятся на крупных животных. Их метод охоты включает в себя полное сокрытие в воде, позволяющее им поджидать жертву. Анаконда может часами оставаться неподвижной под поверхностью, а затем неожиданно прыгнуть, когда неподозревающая жертва проплывает мимо. В такие моменты ее движения становятся быстрыми и точными, что делает ее одним из самых эффективных хищников в природе. В 1994 году группа исследователей столкнулась с анакондой длиной в 25 футов, что стало настоящей сенсацией. Эта особь была найдена в районе, где ранее не фиксировали таких крупных змей. Анализ показал, что она могла легко поглотить целого капибару. Это открытие привлекло внимание натуралистов, которые начали изучать повадки анаконды, чтобы понять, каким образом она достигает таких колоссальных размеров. Анаконда также использует свои размеры для защиты. В 2003 году зафиксирован случай, когда змея смела с пути группу людей, пытавшихся пересечь реку. Она вынырнула из воды, внушая страх и панику. Люди, столкнувшиеся с ней, не могли поверить, что такое огромное создание скрывается в водоеме. Эти инциденты добавляют ужас к представлению о том, что анаконда может находиться близко, незаметно для окружающих. Несмотря на свои размеры, анаконда является мастером маскировки. Она может скрываться среди растительности, и даже опытные исследователи иногда не могут ее обнаружить. Попытки поймать анаконду часто заканчиваются травмами. Каждый год фиксируются случаи, когда люди, недооценившие ее силу, становятся жертвами. Если вам понравилось узнавать о змеях, которые заставят даже титана Боа бежать, не забудьте подписаться на наш канал. А если хотите, чтобы мы продолжали исследовать мир опасных созданий, просто загляните по ссылке в описании или воспользуйтесь QR-кодом на экране, чтобы поддержать наш проект. И помните, чем больше поддержки, тем меньше шансов, что анаконда выскочит из вашего экрана. Анаконда долгое время ассоциировалась с мифами и легендами, но реальность оказывается еще страшнее. Зная о ее размерах и способностях, невозможно не ощутить тревогу при мысли о том, что это создание может скрываться неподалеку. Страх перед анакондами возрастает, заставляя людей избегать мест, где она может обитать. Анаконда продолжала охотиться, скрываясь в бурной растительности вдоль берегов реки. Ее тактика ловли была совершенна. При помощи своего массивного тела она могла переплыть реку, оставаясь почти незаметной для своих жертв. Каждый элемент ее охоты продуман до мелочей. Например, в 2015 году в Перу зафиксировали случай, когда анаконда, замаскировавшись среди водорослей, атаковала капибару, подходившую к воде на водопой. Жертва не заметила змею, пока не стало слишком поздно. Анаконда использует свои мощные челюсти, чтобы захватить жертву, после чего обвивается вокруг нее. Этот процесс может занимать всего несколько минут, но каждое движение змея рассчитано. Она часто выбирает более крупные жертвы, такие как ягуары или даже кайманы, что делает ее еще более устрашающей хищницей. В одном из недавних случаев, в 1983 году, в бразильских джунглях, была запечатлена на видео анаконда, убивающая ягуара. Это событие стало сенсацией и привлекло внимание ученых по всему миру. Важной частью охотничьей стратегии анаконды является слежка. Она может часами оставаться неподвижной, затаившись в кустах или под водой, готовая к атаке. Исследования показали, что анаконда обладает отличным зрением и чувствительностью к движениям в воде. Это позволяет ей моментально реагировать на потенциальные жертвы. Анализ поведения этих змей обнаружил, что они охотятся в основном в ночное время, когда их жертвы менее насторожены. В 1998 году в Колумбии была зарегистрирована необычная атака анаконды на человека. Мужчина, который плавал в реке, не заметил приближающуюся змею. Анаконда быстро обвилась вокруг его ног, но мужчина смог освободиться и выбраться на берег. Этот случай вызвал шок среди местных жителей, которые начали избегать купания в реке.
Местные власти даже провели кампанию по информированию населения о потенциальной опасности. Эти события подчеркивают, что анаконда не только охотится на животных, но и может представлять угрозу для человека. В последние годы все больше информации поступает о встречах с этими змеями, и многие люди начинают осознавать, насколько они опасны. Легенды и мифы о гигантских змеях становятся реальностью, и эта реальность вызывает страх. Анаконда продолжает оставаться одним из самых загадочных и пугающих представителей фауны. Ее ловкость и хищнические тактики делают ее одним из самых опасных животных на планете. С каждым новым случаем нападения на человека или животное становится все яснее, что этот хищник занимает свое заслуженное место на вершине пищевой цепи. Страх перед ней обостряется, и все больше людей начинают избегать мест, где она может обитать, осознавая, что встреча с этой змеей может стать последней. В то время как анаконда продолжала наводить страх на жителей южноамериканских джунглей, другие ядовитые змеи также заставляли людей трепетать. В этих же лесах обитает ягуаровая ядовитая змея, известная своим смертоносным ядом, который может убить человека всего за несколько часов. Местные жители часто обсуждают случаи нападений на скота и людей. В одной из деревень неподалеку от реки Амазонки в 2018 году произошел инцидент, когда фермер был укушен этой змеей. Несмотря на немедленное обращение за медицинской помощью, мужчина скончался через сутки от последствий укуса. Этот случай поднял волну паники в округе, и многие начали избегать работы на полях. Ягуаровая ядовитая змея, помимо своего опасного яда, использует скрытность для охоты. Она способна замаскироваться под ветки и листву, ожидая, когда мимо пройдет ее жертва. В отличие от анаконды, которая охотится, используя силу и размер, ягуаровая змея полагается на скорость и скрытность. Местные жители утверждают, что ее укус ощущается как удар молнии, и каждый год фиксируются десятки случаев, когда пострадавшие не успевают получить необходимую помощь. В 200 милях от места, где произошел инцидент с фермером, в джунглях произошло другое событие, которое привлекло внимание ученых. 18 ноября 2018 года группа исследователей наткнулась на стаю ягуаровых змей, которые собирались в огромном количестве. Это явление стало настоящей загадкой, так как обычно эти змеи ведут одиночный образ жизни. Открытие привлекло внимание научного сообщества, и у исследователей возникли вопросы, касающиеся поведения этих змей. Некоторые предположили, что это может быть связано с сезоном размножения или миграцией. Ситуация стала еще более напряженной, когда в регион прибыли туристы, привлеченные возможностью увидеть ягуаровых змей в их естественной среде обитания. Некоторые из них неосмотрительно решили понаблюдать за змеями на расстоянии, выставив себя под угрозу. В один из таких дней группа из 15 человек, включая детей, оказалась в опасной ситуации. Члены группы начали снимать видео, игнорируя предупреждения гидов об опасности. Внезапно одна из ягуаровых змей, почувствовав себя угрожаемой, атаковала. Ситуация переросла в панику. Люди начали разбегаться в разные стороны, и в хаосе несколько человек упали и получили укусы. Организаторы тура быстро среагировали, но реакция была запоздалой. В течение нескольких часов в местную больницу были доставлены пострадавшие с укусами, и местные власти объявили о закрытии региона для туристов. Этот инцидент вновь напомнил местным жителям о том, что ядовитые змеи представляют серьезную угрозу, и их стоит опасаться. На фоне страха перед ягуаровой змеей анаконда продолжала оставаться в тени. Но теперь внимание многих было приковано и к другим ядовитым змеям, что еще больше усиливало тревогу в джунглях. Каждая новая информация о встречах с ядовитыми змеями порождала страх и настороженность, бросая тень на каждую прогулку по джунглям. Страх перед змеями, будь то анаконда или ягуаровая змея, становился частью повседневной жизни. В джунглях Южной Америки обитают змеи, чьи укусы могут стать смертельными всего за считанные секунды. Одной из таких является золотоносная змея, чей яд славится своей токсичностью. В 2019 году в Перу произошел инцидент, который потряс местное население. Местный житель был укушен во время сбора урожая. Всего через 15 минут после укуса он потерял сознание, и попытки спасти его в больнице оказались безуспешными. Этот случай вызвал панику среди жителей, и многие стали избегать работы в полях без защитной одежды. Золотоносная змея предпочитает скрываться в густой растительности, что затрудняет ее обнаружение.
Она активна в основном в сумерках, когда ее жертвы менее настороженны. В прошлом году в этом же регионе было зафиксировано несколько укусов, что привело к панике среди фермеров. В ответ на угрозу жители начали обсуждать возможность создания групп для поиска и уничтожения ядовитых змей в своих районах. Ситуация обострилась, когда группа туристов, неосведомленных об опасности, забрела в заросли, где обитала золотоносная змея. Один из них, молодой человек по имени Марк, случайно наступил на змею и был укушен. Его друг сразу же вызвал помощь, но, несмотря на быструю реакцию, времени для спасения не хватило. Марк скончался на месте, и это привело к полному прекращению туристических поездок в этот живописный, но опасный район. Местные власти начали проводить образовательные программы для жителей, объясняя, как распознавать ядовитых змей и избегать укусов. В деревнях установили знаки с предупреждениями о возможных встречах с ядовитыми змеями. Однако страх перед этими существами продолжал нарастать, и каждый случай укуса становился темой обсуждения на местных рынках. В регионе начали распространяться слухи о золотоносной змее, якобы обладающей способностью гипнотизировать жертв перед атакой. Эти слухи, несмотря на отсутствие научных подтверждений, способствовали росту паники среди населения. В одном из сел группа местных жителей собралась на встречу для обсуждения проблемы ядовитых змей. Пожилые люди делились историями о личных встречах с этими опасными существами. Их рассказы о змеях, способных убить за считанные секунды, подогревали страх. В результате было решено создать охранные группы для защиты жителей от укусов. Однако многие сомневались, что такие меры будут эффективны. Растущее напряжение в обществе подготавливало почву для новых инцидентов. Люди начали осознавать, что борьба с этой угрозой требует не только физической силы, но и глубоких знаний о поведении и привычках змей. С каждым новым сообщением о встречах с ядовитыми змеями страх и недоверие к ним становились все более актуальными. Каждый шаг по джунглям воспринимался как потенциально опасный, и местные жители готовились к худшему. На фоне растущего страха перед ядовитыми змеями современных джунглей начали всплывать легенды о Титанобоа, гигантской змее, существовавшей миллионы лет назад. Титанобоа, по данным ученых, могла достигать длины более 40 футов и веса до 2 тонн. Эта змея легко могла поглотить детеныша динозавра, что делало ее непобедимой в своей экосистеме. В то время как местные жители беспокоились о современных змеях, неподалеку находились остатки Титанобоа, вызывая интерес как среди ученых, так и искателей приключений. Среди жителей региона начала распространяться паника, когда археологи прибыли для раскопок, связанных с Титанобоа. Некоторые местные жители начали утверждать, что змея не совсем вымерла, а скрывается в глубоких джунглях. Слухи обросли мифами. Одни говорили, что Титанобоа может быть духом, охраняющим древние места. В среду, в середине мая 2020 года, группа археологов, исследуя район находок, обнаружила странные следы на берегу реки. Следы были гораздо больше, чем у известных змей, и вели вглубь джунглей. Эти знаки привлекли внимание не только исследователей, но и местных жителей, которые начали опасаться возвращения Титанобоа. Несколько дней спустя, во время вечерней охоты, местные охотники заметили огромную тень, скользящую по воде. Они замерли от ужаса, осознав, что это не могла быть обычная анаконда. Охотники поспешили сообщить о своем открытии в деревню. Обсуждения достигли пика, когда несколько человек заявили о встрече с большой змеей, которую те считали Титанобоа или ее потомком. Параллельно с этими событиями исследователи начали находить все больше фрагментов костей, которые, как утверждали, принадлежали Титанобоа. Каждый новый фрагмент подтверждал теорию о том, что эта змея была одной из самых больших, когда-либо существовавших на Земле. Работы археологов привлекли внимание СМИ, и вскоре о Титанобоа говорили не только в Перу, но и за его пределами. Появились статьи и документальные фильмы, обсуждающие, как такая змея могла бы существовать в современном мире среди людей и животных. Однако страх среди местных жителей нарастал. Слухи о возвращении Титанобоа вызывали панику. Люди начали избегать джунглей, а некоторые даже покинули свои дома. Вскоре деревенские старейшины собрали экстренное собрание, чтобы обсудить ситуацию. На встрече говорили о необходимости создания защитных групп для наблюдения за возможными появлениями Титанобоа и проверки на наличие других угроз.
Ситуация дошла до того, что местные жители начали требовать от властей создания специального комитета для изучения угрозы, которую могла представлять Титана-Боа, даже если это всего лишь миф. Каждое новое известие о находках древних останков и странных следах усиливало напряжение, превращая джунгли в место, где страх стал нормой. Жители осознали, что их страх объединяет, но также не оставляет шансов на спокойную жизнь в этом опасном регионе. С ростом паники в регионе местные жители начали вспоминать легенды о змеях, передававшиеся из поколения в поколение. Эти мифы о змеях с сверхъестественными способностями вызывали еще больший страх. Одна из старинных легенд гласила, что змея, способная управлять водой, вызывала наводнение, если ее не уважать. Старейшины деревни собрались, чтобы обсудить связь этих историй с текущими событиями. В одной из деревень, расположенной у подножия гор, старейшины решили провести ритуал, чтобы успокоить духов, которых, по их мнению, разгневали последние события. Они собрали плоды и другие дары, чтобы принести их в жертву. В это время в соседней деревне группа подростков, увлеченных легендами, решила провести собственное расследование. Они исследовали лес в поисках следов, подтверждающих мифы о змеях. Несколько дней спустя подростки наткнулись на заброшенную хижину в джунглях. Внутри они нашли старые карты и записи исследователей, которые пытались разобраться в мифах о змеях и их связи с природой. Одна из записей утверждала, что змея когда-то была хранителем знаний о природе и балансе экосистемы. Вернувшись в свою деревню, подростки попытались поделиться открытиями, но взрослые были поглощены своими страхами и не желали слушать. Вечером, не добившись внимания, они решили снова вернуться в хижину, взяв с собой фонарики и еду. В процессе исследования один из них нашел древний амулет с загадочными символами, которые, по их словам, могли быть связаны с духами. Внезапно раздался громкий треск, и из-за деревьев выскочила огромная тень. Ужас охватил подростков, и они бросились в хижину, заперев дверь и прислушиваясь к звукам за окном. Взрослые, узнав о пропаже подростков, начали организации поисков. Они собрали группы для патрулирования джунглей, но страх перед змеями только усилился. Местные жители начали подозревать, что подростки могли стать жертвами. Обсуждения о необходимости создания постоянной охраны для защиты деревни от возможных угроз продолжались всю ночь. Внезапно раздался громкий шорох, нарушивший тишину. На это жители деревни собрались у костра, чтобы обсудить дальнейшие действия. Легенды о змеях вновь стали актуальными, и страх перед ними только усилился. Теперь жители боялись не только современных ядовитых змей, но и призрачного присутствия мифической змеиной сущности, способной вернуться в любой момент. Ночь накрыла деревню, и страх витал в воздухе, как туман. Люди собрались у костра, обсуждая последние события и слухи о возвращении Титана-Боа. Вдруг раздался настойчивый стук в дверь одного из домов. Это был один из местных охотников, который вернулся из леса с встревоженным лицом. Он рассказал о том, как во время поисков подростков он наткнулся на странные следы, ведущие к реке. Следы были похожи на те, что оставила бы огромная змея, и они вели к месту, где жители замечали тень. Собравшиеся сразу же начали обсуждать, нужны ли дальнейшие поиски подростков, или же следует позаботиться о своей безопасности. Но старейшины настаивали на том, что нужно действовать сразу, пока не стало слишком поздно. Все согласились, что необходимо отправиться в джунгли, чтобы выяснить, что происходит, и попытаться спасти подростков. Параллельно с этим в деревне начались разговоры о том, как древние легенды о змеях могли становиться реальностью. В это время подростки, запертые в хижине, осознавали, что все происходящее связано с их находкой — амулетом. Один из них, Алан, размышлял, что, возможно, этот предмет был ключом к тому, чтобы понять, как взаимодействовать с духами и змеями. С каждым громким шорохом за окном страх нарастал. Подростки начали осознавать, что нужно либо использовать амулет, либо рискнуть выйти наружу, чтобы узнать, что скрывается в темноте. Последний раз они посмотрели друг на друга, и Алан заявил, что они должны попробовать активировать амулет. Он взял его в руки, произнес слова, которые помнил из записей, и внезапно в хижине вспыхнул мягкий свет. Звук, напоминающий шипение, раздался снаружи. Подростки замерли в ожидании, их сердца колотились в унисон с таинственным свистом, доносящимся из леса. Собрание взрослых в деревне достигло своего пика, когда один из старейшин поднял голос и потребовал, чтобы все, кто хочет спасти подростков, немедленно отправились в лес. Они начали собираться, когда вдруг раздался громкий треск, и деревья начали колебаться.
Из темноты вырвалась огромная тень. Она была больше любой анаконды, и ее движения были уверенными и быстрыми. Собравшиеся в панике начали разбегаться, но группа охотников осталась на месте, готовая сразиться с возможной угрозой. В этот момент подростки, держа амулет, вышли из хижины. Мощный свет, исходивший от амулета, осветил окрестности, и они увидели, как тень остановилась, смотря на них. Древние легенды о змеях, охраняющих свои территории, казались правдой. Алан почувствовал, что амулет реагирует на присутствие этой огромной змеи. Он поднял его выше, и, к его удивлению, змея начала двигаться к ним медленно, как будто подчиняясь невидимой силе. Взрослые, увидев это, остановились в недоумении. В этот момент страх сменился осознанием. Возможно, они могли наладить контакт с этим существом. Ситуация достигла своей кульминации, когда Алан с громким голосом произнес слова, которые были запечатлены в старых записях. Он почувствовал, как свет амулета усиливается, и змея, казалось, реагировала на его слова. Напряжение в воздухе стало ощутимым, и все присутствующие замерли, пытаясь понять, что произойдет дальше. Свет амулета мерцал, наполняя пространство вокруг подростков мягким сиянием. Огромная змея остановилась, ее глаза светились в темноте. Участники собрания в деревне замерли, наблюдая за происходящим. Напряжение в атмосфере достигло предела. Алан продолжал произносить слова, которые, по его мнению, были ключом к пониманию этого существа. Он вспомнил, что в записях говорилось о Титанобоа как о хранителе леса, защищающем баланс экосистемы. Алан повысил голос, и змея, словно услышав его, слегка приподняла голову. С каждым произнесенным словом она приближалась, но не с агрессией. Ее движения были плавными и грациозными. Люди в деревне начали осознавать, что могут быть свидетелями чего-то важного, а не просто жертвами своих страхов. Один из старейшин, осознав происходящее, выступил вперед. Он вспомнил свои детские сказания о Титанобоа как символе силы и защиты. «Мы всегда боялись ее, но, возможно, это было не страх, а отсутствие уважения», — произнес он. Это заявление вызвало обсуждение среди взрослых, и страх начал уступать место уважению к природе. Тем временем змея, приблизившись к подросткам, остановилась в нескольких футах от них. Алан почувствовал, что змея понимает его. Он решительно произнес последние слова заклинания. Вдруг воздух наполнился звуками, которые казались музыкой самой природы. Крики птиц и шум леса слились в гармоничную симфонию. Змея опустила голову и коснулась амулета. В этот момент свет вспыхнул, и вокруг подростков разлился яркий свет. Люди в деревне затаили дыхание, наблюдая, как змея, словно осознавшая свою силу, медленно отступила назад и исчезла в темноте леса, возвращаясь к своей истинной природе. Собравшиеся поняли, что их страх вызывался не знанием, а не природой самой по себе. Легенды, которые они боялись, теперь стали частью их понимания мира. Алан и его друзья вернулись к взрослым, и в их глазах горел новый огонь. Огонь понимания и уважения к окружающей природе. В этот кульминационный момент они осознали, что могут сосуществовать в гармонии, если научатся ценить и уважать природу и ее обитателей. После исчезновения змеи в лесу атмосфера в деревне начала меняться. Люди собирались на площадях, обсуждая произошедшее. Страх, который долго сковывал их сердца, стал уступать место уважению к окружающей природе. Алан и его друзья стали местными героями, и их история о встрече с Титанобоа вошла в новые легенды, которые передавались из поколения в поколение. Старейшины взяли на себя ответственность за обучение молодежи. В деревне начали проводить уроки о змеях и других животных, обитающих в джунглях. На этих уроках объясняли, что многие виды змей, включая ядовитых, играют важную роль в экосистеме, контролируя популяции грызунов и других животных. Люди начали осознавать, что страх перед ними был вызван недостатком знаний. Алан, вдохновленный событиями, создал группу исследователей и защитников природы. Они начали экспедиции в джунгли, собирая информацию о местной фауне и флоре, а также изучая обычаи народов. К ним присоединились ученые из других стран, заинтересованные в уникальной экосистеме региона. Группа подростков занялась проектом по документированию необычных фактов о змеях. Они выяснили, что некоторые виды могут изменять цвет для маскировки, выживать без пищи в течение месяцев и использовать терморецепторы для обнаружения тепла жертв. Эти факты стали сенсацией для местного населения. Со временем жители деревни начали уважать змей, осознавая их значимость.
Они перестали воспринимать их как угрозу и начали рассматривать как часть сложной сети жизни. Новые традиции, основанные на уважении к природе, укрепились в обществе, и деревня стала примером для соседей, показывая, как важно сохранять баланс между человеком и окружающей средой. С каждым годом встречи с змеями, которые ранее вызывали страх, стали восприниматься как возможность для изучения и взаимодействия. Аллан и его команда продолжали исследования, вдохновляя других заботиться о природе и защищать ее обитателей. Если вам нравится, как Аллан и его команда превращают страх перед змеями в уважение, не забудьте подписаться на наш канал. Ну а если вы хотите, чтобы мы продолжали исследовать эту захватывающую тему и, возможно, убедили Титанобоа остаться подальше, поддержите наш проект через донат, ссылка в описании или QR-код на экране. Они поняли, что взаимопонимание имеет решающее значение для сосуществования людей и животных. Вскоре жители деревни собрались на празднование новых традиций. В центре площади возвели статую Титанобоа, символизирующую связь между человеком и природой. Этот памятник стал напоминанием о том, что страх можно преодолеть через знание. Каждый проходящий мимо останавливался, чтобы вспомнить, как одна встреча с загадочным существом изменила их жизнь. История о Титанобоа, которую когда-то боялись, теперь вдохновляла на уважение к жизни во всех ее проявлениях. Жители деревни осознали, что только бережное отношение к природе может привести к будущему, полному гармонии и взаимопонимания.